Всем здравствуйте! Продолжаем вязать наши тапочки мимоза. Вторая часть видео. Значит, в первой части что мы сделали? В первой части мы провязали полностью попетельно мысочек. Теперь мы его будем обвязывать и полностью закончим тапочек. Значит, сейчас сразу что скажу. Высота обвязки у меня будет 1,5 сантиметра. Так, теперь что делаем дальше? Я возьму 3 спицы. 4 буду провязывать. Можно обвязывать на круговые спицы, набрать двойной ниткой. Только первые 2 ряда. Один ряд наберу, второй ряд вернусь обратно лицевыми петельками. Это я сделаю двойной нитью. Ну, так будет лучше. И закроются вот здесь, если есть пробелы какие-то, перекроются. В общем, я это сделаю двойной нитью. Отметим серединку сразу нашего мыска, чтобы с обоих сторон было одинаковое количество петель. Набираем, начинаем набирать петельки. Сейчас я дойду до вот этого вот поворота. И вот здесь наберу на 4 петельки больше, чтобы лучше выложился мысочек. Если у вас ножка узенькая, вы можете этого не делать. Значит, сейчас что делаем? Набираем петельки. Сейчас я покажу, как я накиды набрала. Я в предыдущей модели так делала. Мне такой метод подошел, поэтому иногда я буду так делать. Он тогда не сильно резко уходит на подошву, вот этот вот бортик. Под 2 дужки захватываю ниточку, набираю петельку. Теперь вот сейчас дойду до вот этого поворота. Так, вот здесь у меня закончился набор петель, когда я мысок вязала. 4 петельки, доберу лишних, равномерно их распределю. Но опять же, как я уже сказала, что это вот по желанию. Может быть, вам этот метод и не пригодится. Одну петельку я обычным способом набрала, другую сделала добавкой. Вот. Опять 2 петельки. Чтоб не стягивала сильно мысок. Если в одну нитку соберется вот здесь вот сильно, потому что по-другому вяжется в этот раз. Так, 2 провязала, одну еще добавила. Две набрала. 2, 3, смотря какая у вас тут высота будет. Через 2, через 3 равномерно именно вот этот вот уголок мыска я сделаю расширение немножко. Если нога широкая, можно и 5 петелек добрать. Вот так вот. Так, сколько-то я их уже набрала. 1, 2, 3. И сейчас вот одну еще на повороте. И одну добираю. Все. Дальше дойду до этого уголка. И точно так же здесь с уголка 4 петельки лишних доберу. Всего у меня будет по мыску полностью 68 петель. Сейчас доберем петельки, наберем. Дойдем до этого края. И обратно по изнанке вернемся лицевыми петлями. Вяжем. Провязали первый ряд зеленым цветом, двойной нитью. Дальше все буду вязать одинарной нитью. Теперь 2 ряда провяжу узором узелки. Подключаю желтый цвет. Зеленый у меня осталось. Дальше я буду опять продолжать зеленым цветом вязать. Сейчас буду вязать желтым. Значит, так, что мы делаем? Из одной петельки вывязываю 3. Одну вытащила, 1 накид, одну вытянула, 3 петельки вывязала. Одну петельку снимаю, не провязываю. Опять из одной петельки 3. 1, 2, 3. Одну снимаю. И так идем до конца ряда. Из одной петельки вывязываем 3. Одну снимаю, не провязывая. Одну вытащила, 1 накид. Одну вытащила, 1 накид. Идем до конца ряда. Довязали до конца. Теперь изнаночная сторона, второй ряд
узелков узора. Первую снимаю. Теперь что у нас здесь дальше? Снятую петельку, мы ее не провязывали, я ее снимаю. Снимаю ее. 3 петельки, узелок, провязываем вместе лицевой. 3 петли провязываю вместе лицевой петелькой. Да что ж я не могу подлезть никак. Все, сняли. Дальше не провязанную снимаем. 3 петельки вместе провязываем лицевой. Одну петельку снимаем. 3 вместе. Узор по лицу вот так вот получается. Так идем до конца ряда. На этом узор будет закончен. Дальше я провяжу один ряд лицевой и изнаночный. Лицевые ряды провяжу лицевыми, изнаночные ряды тоже провяжу лицевыми. 2-3 ряда провяжу платочкой, пока у меня не будет высота 1,5 сантиметра. 3 вместе лицевой, одну снимаю, 3 вместе лицевой, снятую петельку снимаю. Так идем до конца ряда. Вот такой вот получится. Довяжем до конца ряда, я к вам вернусь. Закончили вязать узелки. Далее перехожу на зеленый цвет и все петельки вяжу зеленым в одну нить лицевыми. И по лицевой стороне, и по изнаночной все буду вязать лицевыми. Так провяжу. Сколько я провяжу, я уже сказала. Вот смотрите, у меня здесь 1 и 2 дорожка. Зубчики вот эти вот изнаночные. И потом перейдем на подошву. Значит, сейчас провяжем высоту вот этого вот бортика. И начнем вязать подошву. Опять же, ориентируйтесь по своему размеру. Может, кто-то провяжет на 1 ряд больше. Так, довязываем лицевыми все. Закончили вязать нужную высоту боковых частей. Переходим к подошве. На подошву наберем средние 12 петель. Провяжем их лицевыми до последней петельки. Провязала лицевыми. Разворачиваюсь. Первую добавлять петельку буду с изнаночной стороны. По одной петельке с каждой боковой спицы буду добавлять и расширять мысок. Значит, что сейчас делаю? Вяжем все лицевыми. Все петельки до последней провяжем лицевыми. Одну петельку добавим с боковой спицы. Вяжем все до конца лицевыми петлями. Последнюю петельку провязали. Теперь с боковой спицы лицевой провязала одну, добавила. Переходим на лицевую сторону. Первую снимаю, остальные все петельки вяжу лицевыми до последней петельки. Последнюю тоже провязываю и одну добавляю с боковой спицы. Вяжем все лицевыми. Последняя петелька, провязала ее лицевой. Петельку с боковой спицы провязала лицевой. Подтянули здесь. Разворачиваемся. Изнаночная сторона. Первую снимаю, подтянула. Все вяжу лицевыми. И точно так же одну петельку добавлю с боковой спицы. Значит, платочкой расширю мысок, довяжу до 24 петель. Всего у меня будет 26 по подошве. Последние 2
прибавки, когда буду делать, и сразу начну вязать узор. Как я уже говорила, подошву и весь тапочек я буду вязать узором клеточка. Значит, сейчас что делаем? Вяжем все петельки, все ряды лицевыми, расширяем, довяжем до последней добавки. Я к вам вернусь. Так, это лицевая, и эту снимаю лицевой. Все, развернулись. Первую снимаем, остальные все вяжем лицевыми. Вяжем, добавляем. Так, перехожу к узору. Значит, что я сделала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 рядов зубчиков провязала. Потом один ряд по изнаночной стороне провязала изнаночными петлями. Вот у меня здесь все лицевые. Сейчас у меня сделала предпоследнюю добавку 25 петель на спице. И последнюю сейчас добавлю, будет 26. Все, на этом остановимся. Вот 25 петель. Я сейчас начну вязать узор клеточка. Так, первую снимаю. Одну петельку провяжу лицевой. Одну петельку снимаю не провязанной. Далее идем узор 2 лицевых. Одну снимаю. 2 петельки провязываю лицевыми. Одну снимаю. 2 лицевыми. Одну снимаю. Так идем до конца ряда. Вяжем до конца ряда. Одну снимаю, 2 лицевыми. Одну снимаю, 2 лицевые. Одну сняли. Две лицевые. В конце одну снимаю, 1 лицевая. И последняя добавка. Это у нас потом будет кромочная петелька. Так, все. Далее боковые петельки будем соединять по методу пятки. Изнаночная сторона, второй ряд, все петельки вяжем изнаночными. Все до конца ряда вяжем изнаночными. Последнюю петельку будем провязывать вместе с петелькой с боковой спицы. Пришли в конец ряда. Последняя петелька. Провяжу 2 вместе лицевой. По изнаночной стороне буду соединять лицевой петлей, по лицевой стороне буду их соединять изнаночной. Так, продолжаем вязать узор. Второй ряд вяжем точно так же, как первый. Одну петельку снимаем, 2 лицевых, одну снимаем, 2 лицевых. Так вяжем до конца ряда. 2 лицевых, одну снимаем. Идем до конца. Пришли в конец ряда. Последнюю петельку провязываю с петелькой с боковой спицы изнаночной. Так. Последний ряд узора, изнаночная сторона. Что мы здесь будем делать? Провязанные петельки провяжу лицевыми, снятую петельку буду провязывать изнаночной. Первая лицевая, снятая петелька, провязываем ее изнаночной. Между двумя снятыми посередине у нас 2 провязанных петельки. Их провязываю лицевой. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Провязанные петельки провязываю лицевой, снятую петельку провязываю изнаночной. Все, на этом узор закончен. Повтор будет с первого ряда. Идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Предпоследняя петелька у нас лицевая. Последнюю мы переносим, закрываем 2 вместе, провязываем лицевой. Все, переходим на лицевую сторону. Начинаем вязать узор с первого ряда. Боковые петельки закрываем по 2. Тут еще непонятно.
Через пару рядов вырисуется. Первое провязали лицевой, одну петельку сняли, 2 петельки лицевой, одну сняли, 2 петельки лицевой, одну сняли. Так идем до конца ряда. Второй ряд провязываем также изнаночными. Третий ряд провязываем так, как и первый, а четвертый ряд, только что, как я вам сказала, провязанные петли провязываем лицевыми, снятые петли провязываем изнаночными. Все, с первого ряда начинаю повтор провязывать. Значит, у нас получится вот такие вот клеточки, довольно симпатичные. Сейчас что мы сделаем? Закончим, довяжем вот это вот все расстояние, все петельки до последней, до конца. Потом наберем петли с двух сторон и буду продолжать вязать таким же узором до самой пятой. Довяжу до конца, к вам вернусь. Закончили соединять все петельки. Значит, у меня клеточка где закончилась? На третьем ряду я закончила. И сейчас перехожу на боковую сторону. С каждой стороны наберу по 14 петель. Всего у меня будет 54 петли. Значит так, добираю петельки. Наберу 14 петель и вернусь лицевыми петлями. Вот эту вот спицу провяжу лицевыми петлями. Серединку так и буду вязать, продолжать по узору. Набираю 14 петель. Набрала 14 петель, разворачиваюсь. Первую петельку я провяжу. Остальные 13 провязываю лицевыми. Петельки, 26 петелек с подошвы провяжем по узору. И также наберу на второй стороне петельки. Так, вяжем. Пришли на обратную сторону и также набираю с этой стороны петельки. Так, 6. 7, 8, по 2 дужки, захватываем ниточку, набираем петельки. Набираем. Набрали петельки, и точно так же вот эту вот первую спицу я провяжу изнаночными все, а серединку буду вязать по узору, и потом дальше опять пойду по узору, изнанку вернусь по узору, вот эти вот петельки по изнаночной провяжу изнаночной, и дальше уже будем вязать все по узору, все, клеточка будет продолжаться у нас. Так, эти провяжу, провяжу все изнаночными. Все изнаночными вяжем. Так, эти провязала изнаночными. Теперь, что у нас здесь было? У нас была первая кромочная. Теперь мы, получается, мы 2 провязываем лицевой. Первые 2 лицевой. У меня здесь узор идет с первого ряда сейчас. Одну снимаем, 2 лицевой, одну снимаем. И так иду по узору и перейду на эту сторону. Продолжу узор. Все, вяжу по узору. На какой петельке он закончится, точно так же переходим, довязываем на этой стороне. И возвращаемся по узору в начало ряда. Вот я закончила подошву 2 лицевыми. Значит, сюда перехожу. Одну снимаю. И так и продолжаю дальше узор. 2 лицевых. Одну снимаю, 2 лицевых. Узор у меня продолжается. Так довязываю до конца ряда. Одну сняла, 2 лицевых, одну сняла, 2 лицевых у меня. Все, вяжу по узору все. И вернусь обратно. Эту спицу тоже продолжу вязать по узору. Но у меня получится изнаночный ряд. Все пойдут изнаночными, второй ряд. Если вы вязали вместе со мной, у вас, в принципе, должно идти точно так же.
Так, провязала я эту спицу изнаночными по узору. Второй ряд. Теперь у меня первый провязала, второй провязала, третий ряд узора пойдет. Он точно так же у меня идет, как и первый. Дальше буду вязать все по узору. Значит, если у вас количество петель может быть другое, меньше или больше, тогда посчитайте, подгоните этот узор. Вот смотрите, если, допустим, у нас здесь одна снятая, 2 провязанных, одна снятая, 2 провязанных, одна снятая, 2 провязанных, по одной посчитайте, вы считаете, с какой петельки вы должны начинать начало ряда. У меня заканчивается снятой петлей, и начинаться у меня будет снятой петлей. 54 петельки у меня, как я уже сказала. Первую кромочную снимаю, первую снимаю, не провязывая, 2 лицевых, 1 снимаю, 2 лицевых, 1 снимаю. Так как я вязала начало подошвы, теперь я таким же узором точно так же буду продолжать вязать нужную мне длину до пятки. Что сейчас будем делать? Провяжем полотно до начала задника и будем заканчивать тапочек. Провяжем пятку, задник и закроем это дело все. Разговариваю и вяжу, и сейчас я что-то напутаю. Понятно, да? Что мы сейчас делаем? Вяжем нужную длину тапочки. Довяжем до пятки, встретимся. Так, закончила я вязать тапочек, дошла до пяты. Теперь сейчас будем вывязывать задник пятку. Замерю еще раз полотно подошвы до пятой. 22 почти. Ну, 21,5. Теперь что я сделала дальше? Я буду вязать пятку на 16 петлях. Вы можете вязать, если вам будет широко, 14 петель на пяточку возьмите. Значит, средние петли на пятку взяла. По лицевой стороне провязываем таким же узором, как вязала весь тапочек, клеточкой. Также буду провязывать я пятку. Последнюю петельку буду закрывать с петелькой из боковой спицы. 2 вместе буду провязывать лицевой по лицевой стороне. По изнаночной стороне буду провязывать 2 вместе изнаночной. Вяжем по узору. Довязали, последняя петелька. Я ее провязываю 2 вместе с петелькой с боковой спицы. По изнаночной стороне провязываю 2 вместе изнаночной. Все, перешла на 2 спицы и продолжаю вязать пятку. По одной закрываем все петельки. Провяжем до последней петельки и закроем петли. Так, что мы делаем? Вяжем пятку. Узор, так вот, как видите, так он у меня и продолжается дальше. Как шел, так и вяжем все одним узором. Так, одну снимаем, 2 провязываем, одну снимаем, 2 провязываем. Так, последняя петелька по лицевой стороне. Закрываю 2 вместе лицевой. По изнаночной закрываем изнаночной. Вяжем, закрываем нашу пятую. Закончили вязать задник, пяту. Закрыли петли. Сейчас я ее померяю по ширине. По ширине она у меня 5 сантиметров. И по высоте 7. Теперь что я буду делать дальше? Свяжу вот такую вот окантовочку из 2 цветов. Высотой тоже сантиметра 3. Одна половинка сантиметр и вторая немножечко больше. Ну, это опять же желаемую высоту провяжете. Значит, набираем петли по всему тапочку. Можно на 5 спиц, можно на круговые спицы. Под каждой дужкой вытягиваю петельку. Если у вас получится немножко много петель, широко, то по 2 петельки, когда будем вязать все лицевыми, можно будет с каждой стороны сократить. Здесь одну, по 2 вместе провязать. Значит, сейчас что сделаем? Наберем петли. Первый ряд провяжем все изнаночными. И потом провяжем все лицевыми, желаемую высоту, а потом будем монтировать. Набираем по всему тапочку петельки. И буду вязать окантовку. По 2 дужки. Захватила ниточку.
Понятно. Надеюсь. Первый ряд изнаночными провяжем, а остальные все ряды будем вязать лицевыми. Так, набираем, вяжем. Закончили вязать нашу отделку. Так, сколько у меня это получилось? 3 сантиметра я провязала высоту. Единственное, что я вязала спицами номер 2,5, вот это вот зеленым цветом, а внутреннюю часть желтым цветом я вязала спицами на пол номера меньше, двойкой. Вот так вот, тогда оно лучше выкладывается. Теперь что я сделаю? Выворачиваем это все наизнанку. Хорошо разравниваем, ровненько выкладываем все, чтобы петельки совпадали. Вот так вот выровняем, чтобы не было нигде никакого перекоса. Но если вы петли на спицах не передвигали, то первая петелька со спицы и первая петелька подъема у нас будет все совпадать. Теперь снимаю первую петельку. Подхватываю первую петельку. Наборный ряд у нас был, когда мы только набирали петли по кругу. Вот под эту первую петельку, вот они поперечные все идут. Ввожу крючок, захватываю ниточку и соединяю их две вместе. Подвязываем одну петельку со спицы под петельку наборного ряда. Все, протянули, соединили. И так по одной соединим все петельки. И все, вуаля, на этом закончено будет. Ввели крючок. Ну, иголкой можно тоже соединять. Это уже кто как делает. Я вот так все время делаю. Только сильно не затягивать. Сильно свободно не бросайте. Но и сильно не затягивайте, потому что потом тяжело будет одевать. Я почему советую вот такую обвязку делать. Она хорошо держит тапочек. На ноге хорошо они сидят тогда. Ну и вид красивый получается. Тапочек законченный выглядит. Вот так вот. Сейчас вот такая вот косуля получается. Здесь по одной. Соединяем. Закончим это дело все. Ну вот. Все. Идем до конца. На этом сегодня все. Всем легких петелек, девочки. Всем спасибо большое за просмотры, за комментарии. Вот так вот. Все. Идем до конца. Соединяем. Вот такая вот штучка у нас получается. Все. Всем спасибо. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.